Ночные улицы Бангкока и Паттайи не спрашивают, кто ты. Им все равно, откуда ты приехал, кем был или что потерял. Здесь ты просто тень в неоне, тело, ищущее тело, взгляд, ищущий ответ. Разврат не скрывается. Он выходит навстречу, в танце, в пьяном смехе. В том, как девушка в мини-юбке касается твоего локтя, будто случайно. Это не любовь. Это услуга, обернутая в вуаль желания. И каждый соглашается на правила, не читая условий. Некоторые приходят за телами, другие за тем, чтобы их кто-то выслушал. Они пьют, смеются, танцуют, платят за ночь, за взгляд, за воспоминания, которые потом будут прятать от жены или совести. Здесь они чувствуют себя моложе, увереннее, нужнее, а утром возвращаются в самолеты. И Паттайя забывает их, как забывает сны. Некоторые приезжают сюда раз в год, как паломничество. Вместо храмов – клубы, вместо молитв – стоны, вместо просветления – оргазм. Но в этой грубости есть правда. В этой доступности есть честность. Ты платишь за ночь и знаешь, что получишь. Без манипуляций, без «позвони мне». Это грязно, но чище, чем все то, что дома называют любовью. Бар с приглушенным светом, где не видно времени. Здесь не спрашивают, сколько тебе лет, здесь это не важно. Алкоголь льется бесконечно. Девушки, как официантки из фантазий, улыбаются, сидят рядом, предлагают не только коктейли. Каждый стол как остров. На одном пара шепчет друг другу что-то на ухо, на другом незнакомцы касаются коленей. И никто не спешит, потому что за дверью только реальность, которую никто не хочет вспоминать. Танцы на шесте не ради искусства, ради вызова, ради того, чтобы напомнить, в этом городе желания не прячут, ими торгуют. Девушки выходят под музыку в платьях, которые падают быстрее, чем взгляды. Каждое движение – приглашение. Здесь не хлопают, здесь смотрят. Долго, жадно. Ты не думаешь о морали. Ты просто пьешь пиво и чувствуешь, как медленно отпускает все, что держало тебя днем. Караоке-бары Матата не про музыку, про близость. Ты выбираешь песню, она садится рядом. Сначала просто слушает, потом поет вместе, потом тише, в микрофон уже не нужно. Все, что между вами, звучит громче слов. Ты не знаешь ее языка, но это не мешает. В этом городе многие вещи можно понять без перевода. Когда весь город погружается в туман ночи, остается еще одно место, где время как будто забывает о своих правилах. Тайский массажный салон, куда входят в поисках забвения. Здесь не важно, кто ты. Все, что имеет значение, это момент. Голые тела, обернутые простынями, дыхание, скользящее по коже. Ты расслабляешься под ее руками, чувствуя, как каждое движение касается не только тела, но и чего-то глубже. Потом, когда расслабление становится почти полным, вдруг появляется что-то большее, чем просто массаж. Вспышка. И ты, как огонь, теряешь себя, чтобы вновь быть собранным. Каждая из этих миниатюр – это часть ночной жизни, где все растворяется в тени. Места, где не спрашивают, где не осуждают. Моменты, что не требуют объяснений, потому что в ночи и так есть все, что нужно. В самой гуще ночной жизни есть такие места, куда приходят не за развлекухой, а чтобы почувствовать себя живым. Это не о вечеринках, не о том, что видно на первом взгляде. Здесь все остается скрытым, вне поля зрения туристов.
Простые улицы, где клубы замаскированы за закоулками, где низкие столики освещены свечами, а музыка не громкая, а глубокая. Она проникает внутрь, не требуя внимания, а просто наполняя пространство. Здесь собираются те, кто ищет не яркие огни, а тихое одиночество, которое сливается с соседним телом. Все просто, все становится интимным. Иногда просто достаточно взгляда, чтобы понять, что ночная жизнь может быть более искренней, чем весь день. Бар, что не виден с улицы, но открывает свои двери для тех, кто знает, что искать. Здешний флюид – это не алкоголь, это ожидание. Когда ты садишься у бара, весь мир на мгновение останавливается. Ты не один, но и не с кем-то конкретным. Здесь никто не задает вопросов, лишь легкие прикосновения, лишь взгляд, который длится несколько секунд, но оставляет след в памяти. Ты не ждешь, что кто-то поднимет глаза, ты не ждешь, что кто-то заговорит, но все равно приходишь, потому что в этом молчании есть что-то невыразимо притягательное. Каждый раз, когда ты оказываешься в одном из таких уголков ночной жизни, как бы ты ни искал свои пределы, ты всегда остаешься в поисках чего-то большего, чем просто место для ночлега или очередной коктейль. Каждая ночь — это не только развлечение, это еще и возможность быть кем-то другим. Девушки появляются из темноты. Стройные силуэты, уверенная походка, спокойный взгляд. Они не просят, они выбирают. И если ты попал в их поле зрения, тебе повезло, но ненадолго. Они умеют быть теплыми, без того, чтобы становиться близкими. Они целуют, как будто знают, что ты завтра их забудешь. Но ты не забудешь. А утром пустая постель, запах духов на подушке и легкое ощущение, что все было не с тобой. Эти ночи не повторяются. Они как сон, в который возвращаться нельзя. На лице макияж, в голосе флирт. Они знают, как продать момент. Некоторые из них на сцене, другие просто рядом дотрагиваются до колена, наливают ром, шепчут что-то с акцентом. Они не делятся прошлым и не спрашивают о будущем. Они просто существуют между ритмами клубной музыки и последним заказом. Сексуальность здесь — это не жар, это ремесло. Ночной дождь здесь не охлаждает, он усиливает. Краски, звуки, запахи, девушки в мокрой одежде, огни, отражающиеся в лужах, смех под зонтами. Ты идешь как в фильме, где все стилизовано под разврат. Каждый бар звучит как соблазн, каждый взгляд как приглашение. Дождь смывает грех, но не в Таиланде. Здесь он, как шампанское на теле, просто добавляет блеска. Каждую ночь, когда клубы закрываются и люди начинают расходиться, существует еще одна жизнь. Жизнь тех, кто не может оставить ночную тайну, не забрав ее с собой. В темных переулках под светом тусклых фонарей можно встретить пару, которая целуется, забывая обо всем. Их губы — это обещание, что ночь еще не закончена. Здесь не важно, что будет завтра, важно только то, что происходит сейчас. Они не идут в отель, они не ждут, когда сгорит последний свет. Они здесь и сейчас, в мгновении, которое было украдено у времени. В этих встречах нет ничего особенного. Это просто тело и страсть, ритм и музыка, пьяные блики на стекле, отражающие еще один момент, который не будет повторяться. Утро приходит не здесь. Ночные улицы закрыты от дневного света, и те, кто остался, понимают, что время останавливается. Ты стоишь у бара, заказываешь последний коктейль и смотришь в пустую даль. В этот момент ты понимаешь,
Ночь может длиться вечно, если ты умеешь забывать. Завтра не будет, потому что для всех, кто здесь, оно уже стало вчерашним. И пока город спит, ты остаешься живым в этой пустой реальности, где нет никаких обязательств, только ты и твои желания, которые уже не стесняются. Когда ночь уходит и огни гаснут, остается тишина. Город вновь становится простым. На фоне руин разврата вдруг появляется храм. Неподвижный, спокойный, почти осуждающий. Здесь, среди золота Будды и запаха благовоний, грех стирается. Но лишь до следующего заката. Ночь в Таиланде — это не просто время суток, это отдельное измерение. Это граница, на которой исчезает прошлое, стирается личность и расцветает то, что нельзя назвать словами. Это не место, это ощущение, это состояние, в котором ты можешь быть свободным от всего, от масок, обязанностей, своей собственной истории. Ты мог пройти через клуб с танцующими телами, через узкий переулок, где взгляд стоил дороже слов. Мог сидеть в номере, где время замерло, или в баре, где каждый глоток был признанием. Мог любить на один вечер, мог просто наблюдать, мог раствориться. Все это часть той самой ночи, у которой нет имени. Но каждый рассвет в Таиланде — это напоминание. Все, что происходило ночью, принадлежит только тебе. Ни одно фото, ни одна история не передаст этого. Потому что это был не просто секс, не просто вечер, не просто город. Это была твоя ночь без лица. И она останется с тобой, даже если ты забудешь все остальное. Ночь без лица закончилась, но ее дыхание все еще рядом. Мы прошли через улицы, где желания шепчут громче слов, и комнаты, где тишина говорит откровеннее, чем признание. Здесь, в сердце Таиланда, ночь не прячется, она раскрывается полностью, без стыда, без имени, без масок. Если ты досмотрел видео до этого момента, значит, ты тоже почувствовал эту вибрацию, необъяснимую, притягательную, почти интимную. Я не прошу ставить лайк, но если эта история тронула тебя, просто помолчи пару секунд. Вспомни что-то свое, потому что такие ночи случаются не в географии, они случаются в нас. И если однажды ты окажешься в свете неоновых огней, где чужие взгляды говорят больше, чем слова, ты узнаешь эту ночь, она не забудет тебя, и ты ее тоже. И на этом все. Надеюсь, это видео было для вас полезным. До скорой встречи и увидимся в следующем видео. Спасибо, что посмотрели. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик.